Пенко, город Москва. Судья международной категории. Боковой судья Владимир Якучаков, город Кемерово. Судья всероссийской категории. «60 килограммов. Царежапов, Буенто, Республика Бурятия, Лаврентьев Игорь. Спортивный клуб «Арена». В этой встрече интересная борьба. Если Игорь Лаврентьев выигрывает, он занимает второе место. Если проиграет, занимает третье место. Здесь интересная получается у них борьба. У Немаева Баликто и Лаврентьев Игоря очки равные по 16. Хотя по личной встрече Немаев выигрывает, но у Лаврентьева Игоря осталась одна дополнительная встреча. Если в случае победы Игоря Лаврентьева, он занимает второе место. Если он проигрывает, занимает третье место. А при любом раскладе Буенто Царежапов становится победителем в весовой категории 60 килограммов. Прошла минута. Приготовиться к финальной встрече свыше 60 килограммов юношей. Юрлов Константин, Бохан, спортивный клуб «Арена». Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». Победу одержал Игорь Лаврентьев и занимает второе место в весовой категории до 60 килограммов. Немаев Баликто занимает третье место, и чемпионом становится Царежапов Буенто. Итак, весовая категория свыше 60 килограммов. Юрлов Константин, Бохан, Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». Также у них интересная встреча. К этой встрече у них осталось 3 человека. Победу одержал Юршин Руслан, «Арена». И занимает первое место. Так, чемпионом стал свыше 60 килограммов Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена».
Второе место занял Баатарху Ганев Дене Монголия. И третье место занял Юрлов Константин Бохан, спортивный клуб «Арена». На этом программа по национальной борьбе среди юношей окончена. Первый челлендж. Что ты попал? Там попало. Первый раз-то нет, второй раз. Идут финальные встречи. И за все время проведения наших соревнований первый челлендж со стороны Баяндуева Жаргала, борец из Республики Бурятия в красном трико. Все. 5-4. Победу удержал Мункерден, Монголия. — 65 килограмм. Батмункуев Демчик, Республика Бурятия. Якимов Сергей, спортивный клуб «Арена», за третье место. Подготовиться Циринджапов Дамдин, Республика Бурятия. Дондуков Балдан, Республика Бурятия, 65 килограмм. Приглашаются борцы за третье место. Батмункуев Димчик, Республика Бурятия, параллельный зачет Республика Беларусь. Якимов Сергей, спортивный клуб «Арена». В красном трико. Батмункуев Димчик, но мы его знаем все как Димчик Ренчинов, мастер спорта международного класса, чемпион Республики Беларусь, является бронзовым призером первенства Европы среди юниоров. Его соперник, молодой борец, представляет спортивный клуб «Арена». Якимов Сергей является победителем первенства Сибирского федерального округа среди школьников, среди юношей, бронзовый призер чемпионата СФО, участник чемпионата России этого года в городе Кызыл. Ему 17 лет. Перемещайся, Серега, перемещайся. Да, красно. Ай, красавчик, Жека! Наконец-то все правильно, Жека! Ай, мужчина, до конца!
На ковер тащи, Серега! На ковер тащи! Ноги смотри. Идет второй период. Счет встречи 5-7. Победил Сергей Якимов, спортивный клуб «Арена». Уроженец села Бельчир Осинского района.
вызывается на ковер Цыринджапов Дамдин, Республика Бурятия. Дондаков Балдан, также представитель Республики Бурятия. В красном трико Дамдин Цыринджапов, кандидат в мастера спорта, является победителем первенства Республики Бурятия. Серебряный Дондаков, Республика Бурятия, мастер спорта первенства Дальневосточного федерального округа. Также является победителем первенства Сибирского федерального округа. Данную схватку обслуживает руководитель ковра Тумырбатыр, Монголия, судья олимпийской категории. Арбитр на ковре Валерий Гульчеев, Северная Осетия, город Владикавказ. Судья международной категории. Боковой судья Владимир Якучаков. Судья всероссийской категории, город Кемерово. Уважаемые участники, юноши и мужчины, если есть время, начинается запись на абсолютное первенство. Пока отменяется запись. Что тебе нравится? Смотри, как болит, смотри. Ты сильный. Пойдемте один на трибуну.
Победил Балдын Дондаков, Республика Бурятия. Становится бронзовым призером нашего турнира. В 74 приглашается Упхоев Игорь, Улан-Удэ, Шор-10. Будажапов Немажап, город Улан-Удэ, также представитель Шор-10. Борьба за бронзовую медаль традиционного турнира на призы Михаила Матвеевича Елбаскина. В красном трико Игорь Упхоев, уроженец Аларского района, в данное время тренируется в городе Улан-Удэ, Шор-10, является мастером спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, победитель Республики Бурятия. Его соперник Немажап Будажапов является кандидатом в мастера спорта, серебряный призер первенства Республики Бурятия. Михаил Олегович, просьба подойти к своему рабочему месту. Объявляется запись на абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. В углу, где секретариат.
Победу одержал Игорь Обхоев. Улан-Удэ. Победил Игорь Упхоев и становится бронзовым призером нашего турнира. Приглашается Бургат Жансуев, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, шорт-10. Дугаржапов Цирын. Борьба за 3-е место. В красном трико Шамсуев Бургат, шорт-10, город Улан-Удэ, является кандидатом в мастера спорта, призер первенства Республики Бурятия. Он является сыном двукратного чемпиона России Дугара Жамсуева. Его соперник в синем трико Дугаржап Цирынов, кандидат в мастера спорта, является неоднократным призером чемпионата Республики Бурятия. Есть, Валера. 4 балла синего. 1 балл красному.
Победил Дугаржап Цырынов, Республика Бурятия. Борьба за бронзовую медаль весовой категории до 97 килограммов. Приглашается на ковер Сафронов Никита, Республика Саха-Якутия, Самдан Бады Мадр, Республика Тыва. В красном трико Никита Сафронов представляет Республику Саха-Якутия. Является чемпионом Республики Саха-Якутия по национальной борьбе Хапцагай. Является серебряным призером универсиады в городе Грозном 2022 года. Его соперник Самдан Бады Мадр является победителем турнира на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза, чемпиона мира, чемпиона Европы, чемпиона Азии Бориса Дугдановича Будаева. Также является бронзовым призером Гран-при Иван Ярыгин.
Бодимадр тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Тыва Сандан Айдаш. Никиту Сафронова секундирует заслуженный мастер спорта, чемпион мира Герман Кантоев. Через 10 минут заканчивается запись на абсолютное первенство среди мужчин, также среди юношей. Среди мужчин записалось 16 участников, юноши 36 участников. Женя, ковер надо будет поправить, там уже ковры. По красному.
Победил Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Город Якутск. Приглашается третий круг, весовая категория 125 килограммов. Приглашается на ковер Чемитов Алдар, Республика Бурятия, Хабитуев Стас, также представитель Республики Бурятия. Картеев Шата и Аронов Андрей будут бороться позже. Финальная встреча будет. В красном трико красивым броском победу одержал Стас Хабитуев, Республика Бурятия. «65 килограмм». Жербаев, Монгуш приглашается на ковер. Весовая категория 65 килограммов. Борьба за золотую медаль нашего турнира. В красном трико Виктор Жербаев, спортивный клуб «Арена». Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 23 лет. Его соперник в синем трико Чаян Монгуш, Республика Тыва, является победителем первенства Республики Тыва. Также является победителем первенства России среди юниоров до 23 лет. Тренируется под руководством Сандан Айдаш. Схватку обслуживает Тумурбатор, руководитель ковра, судья олимпийской категории, Монголия. Арбитр на ковре Александр Чуенко, город Москва, судья международной категории. Боковой судья Кирилл Асадоев, судья международной категории, Мальхон.
Счет 4-4. Последний балл выиграл синему. Сорок 5 секунд остались. Десять секунд. 5. В упорной борьбе победил Чаян Монгуш, Республика Тыва. Становится победителем весовой категории до 65 килограммов. И завоевал золотую медаль нашего турнира. Весовая категория до 74 килограммов. На ковер вызывается Александр Балтуев, спортивный клуб «Арена», Константин Тапшаноев. Также является представителем спортивного клуба «Арена».
Ввиду травмы Константина Топшиноева победа присуждается Александру Балтуеву. Александр Балтуев становится победителем весовой категории до 74 килограммов. Вызываются финалисты весовой категории до 97 килограммов. Иванов Юрий, Сергин Нюргун, Саха-Якутия. Иванов Юрий, Спарт. 86 килограмм. Поправка. 86. 86 килограммов. Узинов Герман, Саха-Якутия. Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». В красном трико Герман Устинов является мастером спорта международного класса, является чемпионом Республики Саха-Якутия, является победителем международного турнира Дмитрий Коркин. В городе Якутске. Его соперник Юршин Руслан. Молодой борец. Ему также 17 лет. Тренируется в спортивном клубе «Арена». Является серебряным призером первенства России среди юношей. Является на первенстве Европы. Руслан занял 7-е место. Также мне подсказывают, что Руслан Юршин сегодня уже завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 60 килограммов по бурятской борьбе. Сколько у него здоровья борется среди юношей по бурятской борьбе и среди мужчин по вольной борьбе. Продолжается запись на абсолютное первенство. Осталось 3 минуты. Схватку обслуживает руководитель ковра судья олимпийской категории Тубурбатор, Монголия. Арбитр на ковре Кирилл Асадоев, Альхон. Судья международной категории. И боковой судья Александр Видлисов, город Москва. Судья международной категории.
Идет борьба за золотую медаль традиционного турнира памяти мастера спорта Советского Союза, чемпиона России, победителя первенства России Михаила Матвеевича Елбаскина. Счет 4-1 за красного. Пятнадцать секунд. Пять секунд. В упорной борьбе победу одержал Устинов Герман, Республика Саха-Якутия. Руслан завоевал серебряную медаль нашего турнира. Весовая категория 97 килограммов. Приглашается Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена», город Иркутск. Сергин Нюргун, Саха-Якутия.
В красном трико Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена», уроженец Осинского района Иркутской области, является трехкратным бронзовым призером первенства России среди юниоров, является бронзовым призером международного турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Буясара Хамидовича Саитиева. Соперник Юрия Нюргун Сергин, Саха-Якутия, является бронзовым призером Гран-при Иван Ярыгин, победитель и чемпион Дальневосточного федерального округа, серебряный призер Игорь Манчара по борьбе Хапцагай, Якутск, Саха-Якутия. Секундирует Юрия Иванова, мастер спорта России, победитель первенства России, Европы и мира Федор Болтуев. Секундирует Нюргуна заслуженный мастер спорта, чемпион мира Герман Кантоев. Счет 1-0 за красным.
после финальной встречи в весовой категории 125 килограммов всем победителям и призерам по бурятской борьбе, также по вольной борьбе среди мужчин построиться у входа напротив судейского столика для парада награждения. Два синему! Два синему! Как так? Два синему конкретно. Два синему. Действие идет. Счет 1-1 пока. Сейчас посмотрим видео. Не было. Бал, еще бал зачем? Счет 3-1 за красному. Мате. Мате. О, до конца. Мате. Ха. Иди до Харам, то сюда. Ondan da prostan koyuyor ondan da prostan. Bunu kık matı. Матер. До конца осталось 30 секунд. — 15 секунд. Киренко. 10. Киренко. 5. Вот ты. Один. Сам ушел. В упорной борьбе победу одержал Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена». Становится чемпионом весовой категории до 97 килограммов. Золотая медаль. Нюргун Сергин, серебряная медаль.
На ковер вызывается финальная встреча весовой категории до 125 килограммов. Вызывается Картиев Шата, спортивный клуб «Арена» и Андрей Аронов, Саха-Якутия. В красном трико Шата Картиев, уроженец Осинского района Иркутской области, тренируется в спортивном клубе «Арена», является победителем первенства Сибирского федерального округа. Является призером чемпионата Сибирского федерального округа, участник чемпионата России, является пятым призером России среди юниоров, победитель международного турнира на призы Андрея Шумилина в городе Калининграде и является серебряным призером международного турнира на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза Бориса Дугдановича Будаева. Его визави Аронов Андрей, Саха-Якутия, город Мирный, является победителем, чемпионом чемпионата России по пляжной борьбе, является победителем России среди студентов. До конца. Аронов Андрей является победителем международного турнира на призы чемпиона мира, Европы и Азии, Советского Союза Бориса Дугдановича Будаева. На турнире имени Бориса Дугдановича эти два борца уже встречались. Тогда победил Андрей Аронов. И вот шанс Шате взять реванш. Схватку обслуживает руководитель ковра Тумурбатыр Улан-Батор, Монголия. Судья олимпийской категории. Арбитр на ковре Александр Виллисов, город Москва, судья международной категории. Боковой судья Владимир Якучаков, судья всероссийской категории, город Белово, Кемеровская область. Крес. Счет 3-0. За синим. После данной встречи всем победителям и призерам по бурятской борьбе Бухабарылдан, также
по вольной борьбе среди мужчин собраться у входа напротив судейского стола. Победители и призеры, не задерживаем ход соревнований. У нас еще впереди абсолютное первенство будет. Просьба всем собраться своевременно. Минута осталась, счет 5-0 за синему. Забегай, забегай! Забегай! — 20 секунд. — 10 секунд. Итак, в упорной борьбе победу одержал Андрей Аронов. Завоевал золотую медаль. Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия, город Мирный. Встретим с аплодисментами. Уважаемые победители и призеры нашего турнира, просьба собраться у входа напротив судейского стола с левой стороны. Просьба не задерживать ход соревнований. У нас впереди еще абсолютное первенство, где заявилось много участников.
Победители и призеры собраться у входа напротив судейского стола. Ребята, давай быстрее. Также Григорий Сергеевич Жербаев, приглашайтесь к судейскому столику. Mark. Number. Mindset. Number national. Так, ладно.
Нормально вот так? Samana YouTube sahana kharongnugo. Антакта дээрвэн. Гжайлгжвэни. Бинч юш бушнугуй. Удулжэни юм галугуй юм го бомудди. Архатам жаран кум байна. Яна. Прямой эфир. Димчик, и он до первого места вообще. Мальчик, ты? А сот луэдго? Качество нормально. Ему Итак, начинается награждение. Просьба завести победителей и призеров нашего турнира. Чемпионы, призеры. Прямой эфир. Награждается победитель и призеры весовой категории 40 килограммов межрегионального турнира по вольной и национальной борьбе памяти мастера спорта Советского Союза Михаила Михайловича Елбаскина. 40 килограммов. Третье место занял Саян Хертуев, Нукутский район. Серебряный призер Дюлаков, Белекто и Волга, Республика Бурятия. И победитель весовой категории 40 килограммов Гавриил Ануфриев, Оса. Награждение проводит директор ООО «Фортуна Авто» Федоров Василий Владимирович. Село Бурят-Янгуты, Осинский район.
Спасибо. Весовая категория 45 килограммов. Третье место занял Андрей Филин, Баяндай. Второе место занял Алагуев Борис, Ольхом. И победитель весовой категории 45 килограммов Арсений Николаев, Улей Аса. Награждение проводит Ануфриев Ким Гаврилович. ИП Ануфриев. Ким Гаврилович Ануфриев, приглашайте для награждения участников, победителей и призеров. Весовая категория 50 килограммов. Третье место занял Максим Трофимов, Оса. Второе место занял Егор Забеев, Нукуты. И победитель Валерий Алагуев. Тренер победителя Тухаренов Александр. Приглашайтесь для награждения. Награждение проводит
Альберт Георгиевич Шодоров, исполнительный директор Федерации национальной борьбы Иркутской области. Сумуратор, приглашайтесь к судейскому столику. Весовая категория тренер чемпиона весовой категории 40 килограммов приглашается Александр Юрбатович Хафтагаев. И также тренер Арсения Николаева Балтуев Александр Федорович. Весовая категория 55 килограммов. Третье место занял Владимир Шалтуков, ОСА. Второе место занял Вадим Дубинный, СКА-арена, Нукуты. И победителем в этой весовой категории стал Данил Цедашиев и Волга. Тренер победителя Церемпилов Аллахсарам. Награждение проводит Сергей Георгиевич Щеглов, исполнительный директор спортклуба «Арена». Весовая категория 60 килограммов. Третье место занял Беликто Немаев, Республика Бурятия. Второе место занял Игорь Лаврентьев, СКА-арена, ОСА. И победителем в этой весовой категории стал Боянто Церемзапов, Республика Бурятия.
Награждение проводит Анганов Виктор Валерьевич, председатель землячества Осинско-Боханского землячества Нюток. Тренер чемпиона приглашается Нима Нимаев, Республика Бурятия. Весовая категория свыше 60 килограммов. Третье место занял Константин Юрлов. Спортивный клуб «Арена», Бохан. Второе место занял Батарху Ганнердене, Монголия. И победителем в этой весовой категории стал Руслан Юршин, спортивный клуб «Арена». Тренер победителя Руслан Аполлонович Баракшонов. Награждение проводит Пихеев Андрей Алексеевич, мэр муниципального образования Ольхонский район. Зрители, не даем лаваши, аплодируем! Встречаем победителей и призера! Итак, начинаем награждение среди мужчин по вольной борьбе. Весовая категория 57 килограммов. Третьи места заняли Иван Береза и Хирит Цокгырыл, Монголия. Байндуев Жаргалов, второе место. И победителем в этой весовой категории стал Батхуек Мункардыне, Монголия. Тренер победителя Бату, Монголия. Приглашайтесь для награждения. Награждение проводит мэр Осинского района Виктор Михайлович Мантыков. Бургуде
сзади. Итак, весовая категория 65 килограммов. Третье места заняли Дандаков Балдын, Республика Бурятия. Якимов Сергей, спортивный клуб «Арена». Серебряный призер Жербаев Виктор, спортивный клуб «Арена». И чемпион в этой весовой категории Чаян Монгуш, Тыва. Тренер победителя Сандал Айдаш. Награждение проводит директор ООО «Кабанск Авто» Дандопов Дмитрий Николаевич. Победитель получает денежный приз в размере 20 тысяч рублей, серебряный призер 15 тысяч рублей. И за третье место призеры получают по 10 тысяч рублей. Медаль, грамота. Тренер победителя. Тренер победителя получает 5000 рублей. Весовая категория 74 килограмма. Третье места заняли Упоев Игорь, ШОР-10, Дугаржапов Цирен, Республика Бурятия. Второе место занял Константин Топшиноев, спортивный клуб «Арена», Бохан. И победитель в этой весовой категории Александр Балтуев, спортивный клуб «Арена», ОСА. Тренер победителя Александр Федорович Балтуев. Награждение проводит Алексей Александрович Дмитриев, вице-президент Федерации борьбы Иркутской области, директор спортивного клуба «Арена». Призеры получают по 10 тысяч рублей, серебряный призер 15 тысяч рублей, победитель 20 тысяч рублей и тренер победителя 5 тысяч рублей.
Весовая категория 86 килограммов. Для награждения приглашается Орлов Дмитрий, Евдокимов Алексей. За третье место. Серебряный призер Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена», город Байкальск. И победитель в этой весовой категории Ускинов Герман, Саха-Якутия. Тренер победителя Герман Кантоев. Представители Ольховского района Орлов Дмитрий, Ханом. Он не может. Леша заберет шум. Леша, заберешь на минуту. Весовая категория 97 килограммов. Третьи места заняли Сафронов Никита, Саха-Якутия, Самдынмады Мадр, Тыва. Второе место занял Сергин Нюргун, Саха-Якутия. И победитель в этой весовой категории Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена», ОСА. Тренер победителя Руслан Аполлонович Баракшонов также приглашается для награждения. Награждение проводит также Руслан Аполлонович. Айдаш, Сайдам Айдаш. Gel biri. Самдын Айдаш. Самдын где? Самдын не вышел на награждение. Бери. Итак, награждается весовая категория
125 килограммов. Третье место заняли Алдыр Чемитов, Хабитуев Стас. Оба представляют Республику Бурятия. Серебряный призер Картиев Шота, спортивный клуб «Арена». И победитель в этой весовой категории Андрей Аронов, Саха-Якутия. Приглашается тренер победителя Герман Кантоев. Чемпион мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Награждение проводит судья экстра-класса Салтан Сергеевич Засеев. Вот это. Так, внимание, начинается абсолютное первенство среди юных шоу. Малыров Аркадий, приглашаетесь к судейскому столику. На ковер вызывается Колбаев Роман, Базаров Валентин, готовится Поликарпов Андрей, Сидендашиев Данил. Судья на ковре Виталий Станиславович. Уже выросом, а рамку тогда. Хаубаев Базаров. Уважаемые
любители, зрители, наберите детей с ковра, будущих спортсменов. Готовится Поликарпов Андрей, Цидиндашиев Данил. Да он да. Так, поправка. На ковер вызывается Юршин Руслан. Где у нас Юра? Ханхараев Тимур. Юршин Руслан, Ханхараев Тимур. Готовится Ертагаев, Сахатоев. Нормально же не надо такой. Отдали ему, его что-то отдали. А у него Категории свыше 6 килограммов. Первое предупреждение. Завоевал серебряную медаль по борьбе среди мужчин. Является серебряным призером первенства России среди юношей. Не уходите, Руслан обсудите. Юршин. Вон стоит. Вон стоит. Вот он. А где Захаров? Где? Вообще бы не был не был Победу одержал Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». На ковер вызывается Ертагаев, Находоев. Или сейчас пойдешь судить. Будешь учиться. Приз чемпиону 30 тысяч рублей. Финалисту 20 тысяч. Приготовиться. Приготовиться Цицеренов, Доржи, Церенджапов, Буенто.
Первое замечание получает Находоев Влад. Схватку на ковре обслуживает судья международной Победу категории. одержал Находоев Валера. Александр Чуенко, город Москва, судья международной категории. На ковер вызывается Цицеронов Доржи, Церенжапов Буенто. Готовятся Мармоев Никита, Юрлов Константин. 친구들하고 혼바가 오늘들은 그렇게 색도고. 친구들하고 혼바가. Бурятия. Победу одержал Церенжапов Буенто. Уважаемые земляки, Юрлов Мармоев. подготовлен специальный приз за лучшее исполнение танца орла. Ребята, приз, ребята, серьезный, пока озвучивать не буду. Поэтому старайтесь, зрители наши будут выбирать тех, кто лучше всех танцует этот танец орла. Гриш А, Ревник Инициатором приехал. этого специального приза вышел Дашиев Батыр Готовится Валерьевич. Забеев Алдар. Тумен Жаргал, Монголия. Приехал. В красных шортах борется Константин Юрлов. Константин Юрлов является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Абитуриент спортклуба «Арена», училище Олимпийского резерва города Иркутска. Является абсолютным чемпионом по бурятской борьбе Бухарелдан областного культурно-спортивного праздника Сурхарабан 2022. Победу одержал Юрлов Константин, Бохан. На ковер вызывается Забеев Алдар, Тумен Жаргал. Победу одержал наш гость из Монголии Туман Жаргал. Уманжаргу. На ковер вызывается Халбаев Роман Байдай, Базаров Ванчин, Республика Бурятия. Готовится Поликарпов Андрей, Циден Дашиев Данил. Халбаев Роман Байендай, Манчин, Республика Бурятия. Все эти 2 дня на коврах работали лучшие судьи России и мира. Судья экстра-класса Салтан Сергеевич Засеев, город Пермь. Судья международной категории Чуенко Александр, город Москва. Гульчеев Валерий, город Владикавказ, Северная Осетия, Алания. Судья международной категории Салтреков Анатолий,
город Абакан, Республика Хакасия, судья международной категории. Главный судья соревнований Евгений Павлов, город Улан-Удэ, судья международной категории. Виллисов Александр, город Москва, судья международной категории. Тумур-Батыр, Монголия, судья олимпийской категории. Якутяков Владимир, город Белово, Кемеровская область, судья всероссийской категории. Сафрон Якутяков, город Белово, Кемеровская область, судья всероссийской категории. Кирилл Асадоев, Альхон, судья международной категории. Арбадоев Михаил, Альхон, судья всероссийской категории. Матвей Зангеев, Аса, судья всероссийской категории. Также на нашем турнире присутствует победитель Сурдоолимпийских игр Григорий Кожевников, Альхон, заслуженный мастер спорта России. Заслуженный мастер спорта Герман Кантоев, чемпион мира. Заслуженный тренер Республики Тыва Сандана Айдаш. Принимал участие в весовой категории 57 килограммов, 65 килограммов. Димчик Римчинов, мастер спорта международного класса, чемпион Республики Беларусь, бронзовый призер первенства Европы среди юниоров. Время. Дополнительные 2 минуты. Победу одержал Халбаев Роман. На ковер вызывается Поликарпов Андрей. Андрей, Филипп Болгарский, Целендашиев Роман, Республика Бурятия. Готовится Штапов Евгений, спортивный клуб «Арена». Хамаганов Николай, Аса. Победу одержал Целендашиев Данил. Называется Штапов Евгений, Хамаганов Николай. Готовятся Немаев Беликто, Тарасов Александр.
Также на нашем турнире присутствует гость из Красноярска, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Советского Союза 1991 года, дважды победитель Гран-при Иван Ярыгин, обладатель Кубка мира Лыков Андрей Андреевич, город Красноярск. Большое спасибо. Победу одержал Хамаганов Николай. Ковер называется Немаев Беликтон, Республика Бурятия, Тарасов Александр, Оса. Готовится Черкашин Аркадий, Варнаков. Немаев Беликто борется в серых шортах, представляет Республику Бурятия. Его соперник Александр Тарасов, Осинский район. Беликто является неоднократным призером и победителем республики по национальной борьбе. Победил Александр Тарасов, Оса. На ковер вызывается Черкашин Аркадий, Варнаков Дмитрий. Готовится Матоев Тимур, Матханов Андрей, Шатханов, поправка. Встретились два земляка. Черкашин борется в синих шортах. Является победителем первенства Сибирского федерального округа 2022 года. Его соперник Роман Халбаев, Вайндай, является Барнаков Дмитрий, является призером Баяндаевского района по бурятской борьбе. Победитель абсолютного первенства среди юношей получит
денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Финалист получит утешительный приз 20 тысяч рублей. Есть за что побороться. Среди юношей записались 37 участников. Первое предупреждение зарабатывает Черкашин. Победу одержал Барнаков Дмитрий. Матоев Тимур, Шатханов Андрей. Готовятся Варнаков Валерий Бандай, Лаврентьев Игорь. Спортивный клуб «Арена». В красных шортах борется Шатханов Андрей, представляет Нугутский район. Его соперник Тимур Матоев, хозяин ковра. Победу одержал Шатханов Андрей, который называется Варнаков Валерий Бандай, Лаврентьев Игорь, спортивный клуб «Арена». Готовится Баймеев Артур, Алагуев Борис. В черных шортах борется Варнаков Валерий, представляет Байдайский район, является победителем первенства Байдайского района по бурятской борьбе буквы района. Его соперник Игорь Лаврентьев является призером Сибирского федерального округа по вольной борьбе, является пятым призером первенства России 2022 года в городе Чита. Нынче он поступает в училище Олимпийского резерва города Иркутска. Спортивный клуб «Арена». ОСА. Первое замечание зарабатывает борец Варнаков за пассивное ведение борьбы. Победу одержал
Лаврентьев Игорь, спортивный клуб «Арена». Баймеев Артур и Хирит Булагацкий, Алагуев Борис, Альхон. Готовятся Толстиков Никита, Танцуй, танцуй, красиво танцуй. Приз учрежден. большой. Хамарханов Анатолий. Поменьше. Алагуев Борис. Алагуев Борис является уже на сегодняшний день призером данного турнира весовой категории 45 килограммов. Его соперник Баймеев Артур представляет Ихлит Булагацкий район. Победу одержал Баймеев Артур и Хирит Булагацкий. На ковер вызывается Толстиков Никита Байндай, Хамарханов Анатолий и Хирит Булагацкий. Готовятся. Андрюшенко Валера, Лебеденко Роман. Победу одержал Толстиков Никита Байндай. Андрюшенко Валера, Байндай, Лебеденко Роман, Одинск. Готовятся Марков Алексей, Пронкин Сергей. В черных шортах Лебеденко, который поменьше. Роман Лебеденко представляет Одинск. На сегодняшний день он тренируется в спортивный клуб «Завуале» в городе Улан-Удэ. Соперник его Андрюшенко Валерий, Байндайский район, является членом сборной команды Иркутской области по вольной борьбе среди юношей. Вес Лебеденко 93 килограмма. Поправка Андрюшенко, Лебеденко 50 килограммов. Победу одержал Андрюшенко Валерий, Байндай. Марков Алексей и Хирит Булагацкий, Пронкин Сергей, Байндай. Готовятся Айхаев Андрей, Хулгаров Тимур.
там это, Саня, вперед, такого Победу одержал Марков Алексей и Хирит Булагацкий. Айхаев Андрей, Булгаров Тимур. Вторая пара на ковер П вызывается Евдокимов Юрий Альхон, Алагуев Валерий Альхон. Миша, да не, иди, он будет вызывать юноши. Юноши. На ковре А в красных шортах борется Айхаев Андрей, его соперник Булгаров Тимур. Оба представляют поселок Усардынский и Хрит Булагацкий район. На ковре Б борются Алагуев Борис и Валерий Алагуев и Евдокимов Юрий. Поменьше Валерий Алагуев. Он сегодня в весовой категории 50 килограммов стал чемпионом. Победу одержал Евдокимов Юрий Альхон. Победу одержал Айхаев Андрей Хирит Булагацкий. Обед в лапу. Обед котов нет. Ковер вызывается Амтагаев Александр, его соперник Тумен Джаргал, Монголия. Готовит на второй ковер выходит Юрлов Константин, Церенджапов Буянто. Монгол получит приз сегодня, точно. На ковре А в черных шортах борется Амтагаев Александр, представитель Хирит Булагацкого района. Его соперник гость из Монголии Тумунжарго. Первое предупреждение зарабатывает наш гость за уход с ковра. Победу одержал Церенджапов Буянто. Находоев Валерий, Баяндай, Юршин Руслан. Готовится Халбаев, Цирендашиев. Цирендашиев, поправка. В синих шортах борется Тумунжарго, Монголия. Он сегодня в весовой категории свыше.
Второе предупреждение получает Антыгаев. Командир весовой категории свыше 60 килограммов. Победу Занял одержал команду. Антагаев Александр и Хирит Булгацкий. На ковер вызывается Албаев Роман, Сиденташеев Данил. Готовятся. Победу одержал Руслан Юршин. На ковер вызывается Хамаганов Николай, Тарасов Александр. В черных шортах борется Роман Халбаев. Он является членом сборной команды Иркутской области, участник Сибирского федерального первенства Сибирского федерального округа. Роман Халбаев. На ковре борются в красных шортах Николай Хамаганов, уроженец села Абуса Осинского района. Также является членом команды Иркутской области. Его соперник Александр Тарасов. Победитель и призер первенства Сибирского федерального округа. Уважаемые зрители, мальчики, освободите ковер, уйдите с ковра. Победил Победу одержал Тарасов Александр. Победу одержал Халбаев Роман. На ковер вызывается Толстиков Никита. Его соперник Андрюшенко Валерий. Готовится. Готовится Марков Айхаев. Вызывается Марков Айхаев на ковер Б, на ковер А. Вызывается Толстиков Андрюшенко. Победу одержал Андрюшенко Валерий. На ковер вызывается Барнаков. Победил Айхаев. Барнаков Дмитрий. Матханов
Шатханов Андрей. На ковер Б вызывается Евдокимов Юрий, Амтагаев Александр. Готовятся ковер А. Готовятся Традиция уже. А мы для того Циринджапов Баянто, Юршин Руслан. Победу одержал Амтагаев Александр. Сухим, наверное, скорее всего. Болтой вот Ковер Б. Юршин Руслан. Циринджапов Буянто. Одна из центральных встреч. Буянто Циринджапов. Готовится ковер Б. Андрюшенко Валерий. Айхаев Андрей. Руслан Юршин и Циринджапов Буянто. На ковре А готовится Лаврентьев Игорь, Баймеев Артур. Победу одержал Юршин Руслан. На ковер вызывается, на ковер Б. Андрюшенко Валерий, Айхаев Андрей. В красных шортах борется Айхаев Андрей, представляет Ефилин Вологодский район. В красных шортах его соперник Андрюшенко Валерий, Байндай. Андрюшенко Валерий является членом сборной команды Иркутской области по вольной борьбе. Вес Андрюшенко 93 килограмма, у Айхаева 91. Победил Андрюшенко Валерий, Байндай. На ковер Б вызывается Амтагаев Александр, Юршин Руслан. Татьяна Унденугу yaşattı. Татьяна Унденугу yaşattı. Yanılıyor. Несколько чего звонил им говорит. Я ору карантин var işte. Şuna darış var. Время. Победу одержал Юршин Руслан. Реально буду кирчик. На ковер Б вызывается Халбаев Роман. Предупреждение. Участники, подойдите к судейскому столику. Подойдите.
На ковер Б вызывается Чего ли? Бороться надо. Снимать надо сразу, ну, правильно. на ковер А вызывается Арат Лаврентьев Владимирович, Игорь, Манжелдых Валан, что Баймеев останется? Артур. На ковер Б вызывается Халбаев Роман, Тарасов Александр. На ковре Б борьба за выход в полуфинал. Халбаев Роман, Байндай и Тарасов Александр. Аша. На ковре А идет 1/8 финала между Барнаковым Дмитрием Байндай и Лаврентьев Игорь. Правка: Баймеев Артур и Лаврентьев Игорь. В предыдущей схватке за неспортивное поведение, некорректное поведение к сопернику был снят Барнаков Дмитрий из команды Байндаевского района. Победу одержал Лаврентьев Игорь. На ковре А приготовиться спортсменам Шатханову Андрею и Лаврентьеву Игорю. Готовятся. Будут бороться после схватки Тарасова и Халбаева. Борец Халбаев вырабатывает предупреждение. В этом году на культурно-спортивном празднике Сурхарван среди юношей абсолютное первенство взял представитель команды Боханского района Юрлов Константин. Среди мужчин
финале боролись Алдар Хамаев и Александр Хамаганов. И в итоге победителем и абсолютным чемпионом областного культурно-спортивного праздника стал Хамаганов Александр. Оса. Активные борцы. Действие. Победу одержал Хаубаев Роман. На ковер вызывается Шатханов Андрей, Лаврентьев Игорь. Ковер А. Приготовиться. Готовятся Андрюшенко Валерий, Юршин Руслан. В красных шортах борется Андрей Шатханов, представляет Махмудский район. Его соперник Игорь Лаврентьев, Осинский район. Прошло 2 минуты. Игорь Лаврентьев является внуком, правнуком легендарного борца Лоза Васильевича Лаврентьева. Лоз Васильевич является абсолютным чемпионом Бурят-Монгольской ССР.
Время. Дополнительные 2 минуты. После этой встречи готовятся Андрюшенко Валерий Баиндай, Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». Первое предупреждение зарабатывает борец Шатханов. Победу одержал Шатханов Андрей, Нукуты. На ковер вызывается Андрюшенко Валерий Баиндай, Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». После этой встречи готовятся мужчины. Поправка. После этой встречи готовятся Халбаев Роман, Шатханов Андрей. В синих шортах борется Юршин, член сборной команды России, серебряный призер первенства России среди юношей, участник первенства Европы, где он занял 7-е место. Сегодня на нашем ковре среди мужчин до 86 килограммов Руслан занял 2-е место. И среди юношей весовой категории свыше 60 килограммов выиграл Руслан Юршин и выиграл финал. Приглашается Халбаев Роман и Шатханов Андрей. Борьба за выход в финал. После этой встречи готовятся мужчины. Я не знаю, где он. Первое замечание борцу Халбаеву. Идет борьба за выход в финал. Халбаев Роман Баиндай и Андрей Шатханов
другой подгруппы в финал вышел Юршин Руслан. Ждет, кто из них будет бороться с ним. Победитель получит 30 тысяч рублей. Финалист получит 20 тысяч рублей. Время. Итак, дорогие земляки, объявляется конкурс за исполнение лучшего танца орла. Просьба уже начать подготовку, так как вас ждет специальный приз, который учредил Батыр Валерий Дашиев. Здравствуйте, дорогие участники. Хотелось бы сказать, что в танце орла, чтобы проявлялась дух, хореография, это бойца, борца, который представляет свой клуб, неважно там род свой. И для этого, чтобы было... Победу одержал Халбаев Роман и вышел в финал. Откуда он, скажите? Болельщики, более активнее! У нас сегодня также конкурс среди активных болельщиков, поэтому поактивнее, пожалуйста. Итак, мы объявляем, что есть дополнительный призовой фонд со спецпризами. Батыр Дашиев учредил призовой фонд в размере 40 тысяч, среди которых будет разыгрываться самый лучший оригинальный танец орла, это среди и юношей, и среди мужчин, а также приз зрительских симпатий. И мы будем ориентироваться на вас, товарищи болельщики. Поактивнее! А болельщикам... Самому активному болельщику 10 тысяч объявляем! И также я хотел сказать, по мужчинам это будет призовой фонд 20 тысяч, по юношам 10 тысяч. Приз ребенок из зрительского зала 5 тысяч. 5 тысяч, который из зрительского зала мужчина, который проявит себя и покажет свой потенциал и дух
в этом танце. Этот танец должен везде проходить. В каждых турнирах, каждому. Мы не должны забывать свой... Батыр Валерьевич маленько нервничает. Ну, хотели сказать, что вообще, знаете, наш этнос вообще этим танцем орла должен поднимать себе дух. Потому что когда вы выходите на ковер, по вольной борьбе я имею в виду, нужно начинать, я думаю, сейчас как бы нововведение такое взять, чтобы манеж бурятут выходили с танцем орла. Потому что, знаете, когда вы выходите, вы поднимаете свой рост, показываете своим предкам, что вы из тех земель, которые делали вас сильными, воинственными. Поэтому я думаю, что это правильное направление, когда борец будет выходить и танцевать танец орла. Спасибо. На ковер вызывается ковер А. Дорогие болельщики, Сафронов. давайте все согреемся, поднимем все руки вверх. И танец орла сделаем. Это наша Сафров Андрей. репетиция. Еще активнее болельщики. Помните, да, 10 тысяч самому активному болельщику. Аронов Андрей. И еще Григорий забыл сказать, что учрежден спецприз, это баран, натуральный, живой, в команде самой активной болельщиков. Руки вверх. На ковер вызывается Сафронов Никита, Саха-Якутия, Аронов Андрей, Саха-Якутия. Ковер Б. Обращаем ваше внимание, спрос растет, Барм, призовой фонд растет, желающие Барм, победить Дос, спецпризы Монголия. еще больше. Так что не расслабляемся, ни болельщики, ни Хабитуев Стас, участники. ковер Б. Сафронов Никита, Саха-Якутия, ковер А. Аронов Андрей. Ковер Б. Бармдорс, Монголия. Хабитуев Стас, Республика Бурятия. Мужчины, танец орла обязательно танцуем. Гости из Республики Саха-Якутия. Сафронов Никита в синих шортах и его соперник Андрей Аронов. Андрей Аронов является... Хабитуев Стас. Бармдорс, Монголия, ковер Б. Победил Сафронов Никита. Вызывается Каркиев Шота. Немай Аюр. Готовится Сергин Нюргун, Цидинджапов, Намжил. В серых шортах борется гость из... В шортах борется Хабитуев Стас, Республика Бурятия. Его соперник Бармдорс, Монголия, Монголс. На ковре А борется Шота Картиев в черных шортах, его соперник Циденджап Аюр Немаев. Шота Картиев является мастером спорта России, победитель первенства Сибирского федерального округа, призер чемпионата Сибирского федерального округа, участник чемпионата России в городе Кызыл.
Также он является пятым призером первенства России 2001 года. Аюр Немаев, сын мастера спорта международного класса Немы Немаева, Республика Бурятия. Победу одержал Бармдорф, Монголия. Бармдорф, Бургада Хатар, Сайхан Хатар. На ковер вызывается Сергин Цирендаржиев. Поправка Цидендаржиев. Готовятся приготовиться Мхатлай, Монгол. Лай, Монголия. Упхоев Игорь, Алай. Победу одержал Картиев Шота. Борются Сергин Юргун, Циденжапов Намжил. На ковер А вызывается Мхатлай, Монголия, Упхоев Игорь. Готовится Иванов Юрий. Стоп, ковер Б, остановите встречу. Сергин, поднимите руку. Циденжапов, Намжил. Циденжапов. Намхаплай. На ковер А, иди сюда. Циденжапов Намжил. Упхоев Игорь. На ковре Б борются Сергин Юргун. Циденжапов Намжил. Вторично приглашается Намжил Циденжапов, Республика Бурятия. Ввиду неявки Циденжапова победа присуждается Нюргун Сергин. На ковер Б вызывается Иванов. Победу одержал Мхатлай, Монголия. Иванов Юрий. Арганов Алексей. Аргунов, поправка. Арганов, ковер Б. На ковер А вызывается Евдокимов Алексей, Альфон, Самдан, Бады на Мадыр, Тыва. Арганов. На ковре А Евдокимов Алексей, Самдан, Бады, Мадыр, Тыва. Готовится Батуев Александр, Будажапов
Намжил. Ковер Б. Приготовиться Агапитов, Никита, Шаргоев, Максим. Оса. На ковре А приготовиться Балтуев Александр, Будажапов, Немажап. На ковре А борется в черных шортах Евдокимов Алексей, представляет Ольхонский район, спортивный клуб «Арена», Ольхон. Является членом сборной команды Иркутской области. Его соперник Бадин Мадар Сандым, Республика Тыва, является победителем международного турнира на призы чемпиона мира, Европы, Азии и Советского Союза Бориса Богдановича Будаева. Победу одержал Сандан Баатыр. 2. На ковера вызывается Балтуев Александр, Будажапов, Немажап. Приготовиться Мурунов Александр, Непомнящий Олег. Дорогие болельщики, мы хотим помочь вам выиграть спецпризы. Вот приготовили специальные палки-стучалки. Кому нужны палки-стучалки? Сейчас волонтеры пройдут у меня по рядам. Девочки мои, девочки. Победу одержал Иванов Юрий. Берите, успевайте палки-стучалки. Пожалуйста, их только не кидайте, ладно? Бережем наше озеро Байкал, нашу природу, не бросаем, На пожалуйста. ковер Б вызывается Агапитов, Никита, Шаргоев, Максим. И надуть. Пожалуйста, не бросайте только, хорошо? Держим в руках и болеем этими палками-стучалками. На ковре А в черном трико борется Александр Балтуев, является победителем первенства юношей. Первенство России среди юниоров 23 лет, является бронзовым призером первенства Европы 2017 года. Спортивный клуб «Арена». Уроженец села Улей Осинского района. Первое предупреждение зарабатывает борец Дажапов. В черных шортах борется Будажапов Немажап, Республика Бурятия. Является мастером спорта России. Победитель Александр Балтуев, спортивный клуб «Арена». На ковер вызывается Марунов Александр, Бохан. Непомнящий Олег, Иркутск.
Готовится Чемитов Алдар, Цыбенов Юра. В синих шортах борется Марунов Александр, спортивный клуб «Арена», уроженец села Морозово Боханского района. В школьное время он становился призером Сибирского федерального округа. Его соперник, непомнящий Олег, город Иркутск. Он сегодня изъявил желание, приехал отдыхать и изъявил желание побороться на нашем турнире. На ковре Б борется в синих шортах Максим Шаргоев. Представляет спортивный клуб «Арена», уроженец села Улей Осинского района. Его соперник Агапитов Никита. Победил Максим Шаргоев. На ковер П вызывается Победил Сафронов Никита. Александр Марунов, спортивный клуб «Арена». Бармбардос, ковер Б. На ковер А вызывается Чемитов Алдар, Цыбенов Юра. Это ковер А. На ковер Б вызывается Сафронов Никита, Бармдорф, Монголия. Приготовиться к ковру Б Картиев Шота, Сергин Юргун. Бармдорс, Гарарга. Бармдорс есть? Ковер Б. Стоп. Бармдорс Б. Ковер Б. Тим, да? Монгол? Монгол, ага, Тим. Так, и Сафронов. Все, можно. Победил Нургун Сергин, Саха-Якутия. Ковер Б вызывается Эмхлай, Монголия. Ковер А. Ковер Б. Иванов Юрий.
Победу держал Чимитов. Ковер Б, Мхлай, Монголия, Иванов Юрий, СКА-арена. На ковер вызывается Сергин Нюргун, Картиев Шота. На ковре в синих шортах борется Нургун Сергин. Является победителем Республики Саха-Якутия по якутской борьбе Хавцагай. Его соперник Картеев Шота, спортивный клуб «Арена». Мастер спорта России. На ковре Б борется в ярко-синих шортах Шаргоев Максим, спортивный клуб «Арена». Его соперник Сафронов Никита представляет Республику Саха-Якутия. Победил Сафронов Никита и вышел в полуфинал. На ковер Б вызывается Картиев Шота, Иванов Юрий. На ковре А одна из центральных встреч. Победил Александр Болтуев. На ковер А вызывается Барунов Александр, Чимитов Алдар. Борьба на выход в полуфинал. На ковре борются два одноклубника. Представляет спортивный клуб «Арена». Два друга. Юрий Иванов и Картиев Шота. Оба уроженцы Осинского района. На сегодняшний день тренируются и учатся в спортивном клубе «Арена» училище Олимпийского резерва. На ковре А в синих шортах борется Александр Марунов, уроженец Боханского района, представляет спортивный клуб «Арена». Его соперник Алдар Чимитов, Республика Бурятия. Победитель получит денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Финалист 30 тысяч рублей. Утешительный приз 30 тысяч рублей. Первое предупреждение Чимиту.
поправка Марунову. Победил Юрий Иванов и вышел в полуфинал. Первое предупреждение борцу Чемитову. Второе предупреждение борцу Чемитову. На ковер А. Полуфинальная встреча. Приготовиться. Сафронов Никита, Саха-Якутия. Иванов Юрий. Спортивный клуб «Арена». Победу одержал Александр Марунов. На ковер А вызывается Сафронов Никита, Саха-Якутия. Иванов Юрий. Спортивный клуб «Арена». Активнее, болельщики! Приготовиться. Суперприз 10 тысяч, не забывайте, и баран ждет. Готовится Балтуев Александр, Марунов Александр. В котором посветлее борется Иванов Юрий, трехкратный бронзовый призер первенства России. Его соперник Никита Сафронов. Никита Сафронов является победителем Республики Саха-Якутия по якутской национальной борьбе Хапсагай. Поддержим наших гостей из Якутии! Борьба Хапсагай с якутского языка переводится ловкий. Хапсагай ловкий. На бурятском языке Хапсагай. Почти что одинаково. Активнее, болельщики! Мы оцениваем вас! Кто болеет за Иванова Юру? Сафронов, Саха-Якутия, поддержим тоже!
Судья на ковре. Активно. Прошло 3 минуты. Судья на ковре. Активно, да. Юрий Иванов! Спортивный клуб «Арена». На ковер вызывается Балтуев Александр, спортивный клуб «Арена», Марунов Александр, Бохан. После этой встречи приготовится финальная встреча юноши Халбаев Роман, Юршин Руслан. В черном трико борется Александр Балтуев. Представляет спортивный клуб «Арена», уроженец села Улей, Осинского района. Его соперник Александр Марунов, уроженец села Морозово, Боханского района. Также представляет спортивный клуб «Арена». Борьба за выход в финал. С другой подгруппы в финал вышел Иванов Юрий и ожидает своего соперника. Первое предупреждение зарабатывает борец Марунов. После этой встречи готовятся юноши. Финальная встреча. Халпаев Роман Баяндай, Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». Победу одержал Балтуев Александр и вышел в финал. Итак, в финале будут бороться Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена», уроженец Осинского района, села Улей. Также Балтуев Александр, уроженец села Улей, спортивный клуб «Арена». На ковер вызывается финальная встреча. Халпаев Николай, Баяндай, Роман, поправка, Баяндай, его соперник Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». А где Тайнс? Финальная встреча в абсолютном первенстве среди юношей. Финал. Я тоже боролся Юршин Руслан, спортивный клуб «Арена». Его соперник Роман Халбаев, Нет, неправильно. Баяндаевский район, село Баяндай. Победитель получит приз
в размере 30 тысяч рублей. Финалист, утешительный приз 20 тысяч рублей. Победил Руслан Юршин! Спортивный клуб «Арена». Рома! Молодцы! Молодец, пацана сильно поддержал. Умница. Конечно, как не поддерживать, да? Да, Гриша? Я говорю, как не поддерживать. Награждение Молодец. абсолютного чемпиона Дай возьму руку. нашего турнира. Пацана поддержал. Также Очень правильно. финалиста. На пьедестал выходит победитель Руслан Юршин. И приглашается Роман Халбаев, финалист. Приз абсолютному чемпиону и финалисту вручает мэр Ольхонского района Андрей Алексеевич Тихеев. Утешительный приз в размере 20 тысяч рублей. Чемпион получает приз, денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Пояс чемпиона. Вручается грамота. Фото на память. Итак, финальная встреча среди мужчин. На ковер вызывается Александр Балтуев, спортивный клуб «Арена». Его соперник Иванов Юрий, спортивный клуб «Арена». Судья на ковре Виталий Станиславович Маланов. В финале встретились два земляка, два друга, два одноклубника. Представляет спортивный клуб «Арена» Юрий Иванов и Александр Балтуев. Победитель получит денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Финалист 30 тысяч рублей.
Сегодня на нашем турнире приехали поболеть за своих участников. Мэр Ольхонского района Андрей Алексеевич Пихеев. Мэр Осинского района Виктор Михайлович Мантиков. Мэр села Улей Антон Александрович. Мэр села Улей Марактаев Антон Александрович. Вот на ковре встретились два друга, два земляка. Оба являются уроженцами села Улей Осинского района. Юрий Иванов и Александр Балтуев. Ставьте, ставьте. Ставьте, ставьте. Прадед Юрия Иванова Павлов Агап Андреевич, уроженец Улуса-Хал Осинского района, в свое время являлся победителем, абсолютным победителем Бурят-Монгольской ССР. В народе его звали Кушты Агап. Это прадед Юрия Иванова. Дорогие болельщики, мы смотрим, оцениваем самых активных болельщиков. Кто болеет за Юрия? Кто за Сашу болеет? Юрия Иванова, мастер спорта Советского Союза, Хаптагаев Александр Ербатович. Осталась 1 минута. Первый тренер Александра Балтуева, Александр Федорович Балтуев. Сегодня оба борца тренируются под руководством Руслана Аполлоновича Баракшонова. Спортивный клуб «Арена». Активнее, болельщики! Какая команда самая активная? — 15 секунд. Время. Болельщиков не слышно. Какие здесь команды болельщиков есть? Гохан! Альхон! Баюндай! Оса! Якутия и Монголия. Что-то слабо, ну-ка еще раз, оса!
Кому предупреждение? Пусть крест пойдут! Крест дайте! Борец Балтуев получил первого. Крест дайте! Борец Балтуев получил первое предупреждение. Осталось 1,5 минуты. Второе предупреждение. Альфон болеет за ОСУ! Осталась 1 минута. Первое предупреждение зарабатывает борец Иванов. Счет по встрече 2-1 в пользу борца Иванова. Осталось 40 секунд. Осталось 30 секунд. Победу одержал Иванов Юрий. Дорогие болельщики, у нас конкурс продолжается. Кто активнее? Только один самый активный, Андрей. Танец орла, 20 тысяч на кону. Давай поспорим. Пока готовимся на танец орла. Уважаемые победитель и призер, финалист, приглашаетесь для награждения. Девушка, девушка, самый сильный болельщик Андрей Андреевич. Болельщик. Да. Победитель Иванов Юрий и финалист Александр Балтуев приглашаетесь для награждения. Слово предоставляется мэру Ольхонского района Андрею Алексеевичу Тихееву. Добрый день, дорогие участники турнира, зрители. Вам понравилось? Вот и закончился наш турнир. Я думаю, он в памяти вашей останется ярким впечатлением. Будем готовиться к следующему турниру. Я думаю, сегодня все остались довольны, получили массу приятных впечатлений. Саша, Юра, пройдите, пожалуйста. Балтуев Александр. Аплодисменты. Финалист. Вставайте. Саш, да. И чемпион в этом году становится Иванов Юрий. Главный приз 70 тысяч рублей и чемпионский пояс. Ваши аплодисменты! Молодец! Юра, подними! Подними! Дорогие друзья, это еще не все. Также у нас сейчас будут награждаться спецпризами от наших спонсоров. Итак, самые активные болельщики у нас какие? Баранов Елена.
рублей. Самый команду болельщиков. Значит, средний Батор. Мы вас поздравляем. Куруканского района Батор. Дайте Лугунский. Итак, какие команды болельщиков определяет наш учредитель спецприза Батор? Я хотел сказать, что база отдыха Люкс, база отдыха Звезда Байкала и база отдыха Боярский двор, ну и сам. Болельщики, мы сначала проведем конкурс, на кону которого 20 тысяч. Конкурс «Танец орла», лучший танец орла. И после этого награждаем самую команду болельщиков, активную. Договорились? Да! Итак, желающие танец орла, мы ждем, подходите сюда. Говорите в микрофон. Откуда? Как зовут? Какой чемпион? Какого рода? Откуда родом? Какие медали? Сколько лет занимаешься борьбой? Какие планы, цели? Подача, ну и, конечно же, сам танец орла. Итак, первый участник. Музыку приготовили? Итак, первый участник – танец орла. Громче, громче поддерживаем. Ай, молодец! Так, кто следующий участник? Подходим сюда. 20 тысяч рублей. Кто хочет выиграть? Роман, откуда родом? Байндайский район, поддерживаем! Шестой год занимается борьбой ваш чемпион, будущий, да? Ну все, танец орла готов? Итак, поддерживаем нашего молодого богатыря. Ой, молодец! Громче аплодисменты нашим участникам. Молодец! Молодец. Так, встаем. Мы по зрительских симпатий, да, вы помните? Выбираем зрители, болельщики, победители. Так, следующий. Мужчины, вы готовы, да? Мужчины. Кто у нас танец орла танцует, мужчины? Не вижу здесь очереди. Сейчас сам выйду, станцую, деньги заберу. 20 тысяч. Итак. Кубеев Глеб. Глеб, откуда родом? Бохана. Бохана, сколько занимаешься борьбой? 6-й год. 6-й год. Какие мечты? Стать олимпийским чемпионом. Поддержим олимпийского будущего чемпиона. Итак, третий наш участник. Виктор Иванович, музыку. Встречаем участника еще одного нашего. Громче, громче поддерживаем аплодисментами. Молодец. Так, дальше. Следующий юноши, кто еще? Салкин Артем. Так, откуда родом? Байндай. 6-й год. 6-й год, молодец. Давай. Молодец. Парников Саша. Родом Схуд. Родом Схуд. Так, сколько лет занимаешься? 4 года. Какие планы? Хорошо, молодец. А борьба будет дальше заниматься? Да. Стать кем? Чемпионом мира. Чемпионом мира! Встречаем!
Итак, у нас юноша первый. Посмотрите, первый красавец вышел. Как зовут, откуда? Монголия, 18 Монголия. 5-й год уже борьбой занимается. Его мечта стать абсолютным чемпионом своего государства монгольской национальной борьбы. Аплодисменты! Гость из Монголии! Вперед! Аплодисменты! Мальчики, активно! Так, у нас дальше кто у нас идет? Публика Бурятии наконец-то вышла! Сколько лет борьбой занимаетесь? Давай, поддержим Республику Бурятию! Публика Бурятии опять! Кто? Давай! Встречаем Монголия! Аплодисменты! Громче болельщики! Альтинский район! Болельщики тут есть или нет? Аплодисменты! Филипп Булагатский район! Сколько занимаешься? 5 лет занимается борьбой! Выходит на танец орла! Встречаем болельщики!
Иркутский район! Поддержим! Аплодисменты! Ребята, смелее танцуйте, это наш танец, традиционный танец, бурятский танец орла. Смелее, ребята! Давай, Федя, станцуй нам танец орла. Борьбой не занимаешься еще? Начал заниматься борьбой? Молодец, Федя, давай! Самый юный! Итак, музыку! Ай, молодец! Девочки, рвутся в бой наши! Девочки участвуют, да? Григорий Кожевников занимается борьбой со своими девочками. Вперед, танец орла! Встречаем! Молодец! Сразу видно, чья дочь! Вторая дочь Григория Кожевникова. Аплодисменты! Молодцы, девочки! Ренат. Из Байкальска. Байкальска. А борьбой занимаешься? Да. Молодец, давай, вперед! Так, как зовут? Саша. Саша, откуда? Я из Иркутска. Из Иркутска борьбой занимаешься? Будешь заниматься? Давайте, хорошо. Танец орла танцуем, конечно. Взрослые. Ребята, взрослые, вы хотите ли я приз заберу за танец орла? Серьезно говорю. Давайте, шанс даем. Девушка, девушка. Давайте танец орла. Не надо гостей, турнира. Делаем ставки. Видимо, призовой фонд недостаточен. Делаем ставки еще. Встречаем у нас первый танец орла среди взрослых. Тува, Республика Тува. Встречаем. Дальше наши следующие красавцы пошли.
Орлы, вы где? Выходим. Встречаем орла Игоря с Орландского района. Команда болельщиков, не слышим вас! Республика Бурятия, встречаем Демидова Алдара! Встречаем аплодисментами! Болельщики активнее! Молодец! Какой орел! Динамичный, дерзкий орел! Молодец! Есть! Громче, громче аплодисменты! Итак, у нас пошли старые орлы! 62 года мастер спорта Советского Союза, мой друг здесь Асадоев, здесь Бетоныч, здесь мой друг Баяндай. О, Баяндай, встречайте с вашего орла! Два парня. Он же короткий такой. Можно и долго исполнять, по идее. Итак, у нас поспели старые орлы. Гости турнира. Итак, встречаем. Кого у нас? Кто у нас первый орел? Анатолий Николаевич Султреков, Кавказский. Анатолий Николаевич, судья международной категории. Громче аплодисменты. Наш Кавказский орел. А теперь с Кавказа больше не откажет на вас красивых, любимых, настоящих людей с Кавказа. Вот Валера. Валера! А, Валера? Давай, выходи. Встречаем. Это мастер спорта международного класса, судья международной категории. Человек, которого не просто приглашают, а приглашают, потому что он человек. Орел из республики Старая Садя, Алания!
теперь Москва пусть ответит. Всё в порядке. Судья международной категории. Молодой красивый парень. А я хочу от себя всех поздравить с таким прекрасным праздником. И каждому из вас хочу пожелать хорошего настроения, здоровья, любви и счастья. Любите друг друга, тогда мы будем сильнее. Но танцы у нас еще не закончились. Встречаем следующего орла. Встречаем Виктора Журбаева. Женя Журбаев, ты готов? А вот здесь, вот. Встречаем ударными аплодисментами! Виктор Журбаев! Орел Западского района! А теперь от Красноярска. Самый главный орел этого дня. Встречаем. Поехали! Музыку! Не надо, не надо. Я когда был молодым, танец орла исполнял в Республике Тыва. Я там выиграл турнир по национальной борьбе. Это было 35 лет назад. Болельщики, не слышим вас! А здесь присутствует мой ученик Тувинец, мастер спорта. Он там вот сидит. Айдаш! Иди сюда! Айдаш, не подведи своего тренера. Сегодня собрались орлы со всей России, со всех регионов. Музыку! Аплодисменты, друзья! А теперь наш друг, олимпийский судья Тимур Батар, Монголия! Встречаем громкими аплодисментами!
Аплодисменты! А теперь мы встречаем главного судью соревнований Евгения Артуровича Павлова. Выходит станция Марва, Республика Бурятия. Евгений Артурович, выходите, мы вас ждем. Главный орел Республики Бурятия. Главный судья соревнований. Евгений Артурович дает мастер-класс. Встречаем Евгения Артуровича Павлова, судья международной категории, главный судья турнира Илбаскина, Республика Бурятия. Встречаем громкими бурными аплодисментами! Главный судья наших соревнований! Аплодисменты! Молодцы, орлы! Всем успехов, всем побед новых! Молодцы! Ну а теперь самое вкусное, да? Команда болельщиков какие остались здесь? Какая команда? Итак, какая команда первая? Итак, первая команда! Откуда? Разных команд, но деньги хотят поделить. Громче его! Громче! Какая команда? Ольховские болельщики! Проезжают болельщики! Откуда болельщики? Экиритские болельщики! Так, здесь у нас откуда болельщики? Тоже экиритские болельщики! Громче! Итак, ты гости откуда? Ольховский район! Громче! Так, здесь две девушки! Усердно Ольховские тоже! До самого конца! Так, и где здесь мальчики были? Спортсмены! Артем, не подыгрываем команде болельщиков! Вот! Арена! Скорее, болельщики! Они резко превратились в болельщиков. Итак, пока Батор выносит вердикт, мы награждаем наших орлов, участников танца орла. Так, получился тут спорный момент. Это, получается, Журбаев по танцу орлу, Кожевников, Тимур Батор, Монголия, из Алании. Я хочу, чтобы это было зрительское судейство. Сумма большая, 20 тысяч. Чтобы зрители сами оценили. Это Журбаев. Снова выходят они все. Тимур Батор, Кожевников, Григорий Николаевич. Выходим все. Голый торс, не голый. Торс должен быть по пояс. Из Алании. Кто там? Все участники пускай выйдут. Так, среди взрослых мужчин у нас выходит. Выходите. Журбаев Виктор. Выходите.
Также выходит Кожевников Григорий. Тумур Батар выходит. Нашего гостя из республики Северная Алания. Подтвердить танец. Так, зрители оценивают танец, потому что это будет... Подождите! Танцуем долго. Северная Алания. Горный орел. Итак, определились 4 наших финалиста. Среди мужчин танцы орла. 4. Аплодисменты! Начинаем! Четыре орла на сцену! Все, хни Жугова. Спорный момент, это получается Жирбаев и Кожевников. Прошу еще раз. Жирбаев и Кожевников. Прошу еще раз подтвердить. Монголии давай! Показывают свою структуру, характер, энергию. Наши финалисты танца орла. Григорий Кожевников. И Жирбаев Виктор. Аплодисменты нашим финалистам. Я думаю, что такой хореографии выиграл Жирбаев. Жирбаев выиграл 20 тысяч. 20 тысяч нашему чемпиону танца орла. Виктор, подойди сюда. А также по юношам, тут был такой мальчик Беликто. Где он? В Бурятии. Да. Еще Да, раз. танец. Танец победителя. Танец орла.
А также хотел еще молодым участникам, это девочкам маленьким, которые приняли участие. Сколько у вас было там девочек? 2, да? Сколько было девочек? 3 девочки. Каждые 3 девочки получается по 1000 рублей. Хорошо? Мальчики, не расходить! Орлы! Так, мальчики. Алло. Да-да-да. Мальчики, сколько у вас? Сколько Так, у вас вот. Сколько? А? Так, теперь мальчики уходим и дублируем. Хорошо? Все. Все выходим.